Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня мы с вами будем готовить традиционную ереванскую гату с сухофруктами. Нам понадобится для теста мука, сливочное масло, сметана, греческий йогурт, яйца, сода, соль. Для начинки мука, сахар, сливочное масло, смесь сухофруктов курага и финики, в моем случае, а вы можете использовать любые другие сухофрукты на ваш вкус. Дополнительно мука, для смазки яйца и молоко. Начинаем с приготовления теста. Просеиваем муку в большую миску. Это придаст легкость и избавит от комочков. Добавляем сливочное масло, нарезанное кубиками. И перетираем все руками до состояния крошки. Делаем это спокойно, не спеша. Вы почувствуете, как тесто становится шелковистым и рассыпчатым. Теперь добавляем соль и слегка перемешиваем. Долго месить не нужно. Просто равномерно распределяем. В отдельной посуде смешиваем сметану и греческий йогурт. Оба продукта придают тесту мягкость и тонкий сливочный вкус. Добавляем соду. Начинается реакция, смесь вспенится и станет пышной. Это хорошо. Ломаем яйцо и добавляем только желток второго. Взбиваем все венчиком до однородности и соединяем со сметанно-йогуртовой основой. Теперь вливаем получившуюся смесь в масляно-мучную крошку и аккуратно замешиваем. Как только все собралось в один комок, остановитесь. Отбиваем тесто в миске. Это сделает его плотнее и послушнее. Перекладываем тесто на доску и делим на 4 одинаковых части. У меня каждый кусочек получился по 330-340 грамм. Формируем из них плоские квадратики. Так потом легче будет их раскатывать.
укладываем кусочки друг на друга. Каждый пласт теста отделяем пергаментом. Это убережет их от слипания и облегчит работу. И отправляем тесто в холодильник минимум на 2 часа. Оно станет плотнее, отдохнет и лучше будет держать форму при раскатке. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Нарезаем курагу и финики мелкими кубиками. Обязательно добавляя немного муки. Измельчаем сухофрукты в блендере порциями. Это поможет избежать слипания и превратит все в крошку, а не в пасту. В другой миске растираем мягкое сливочное масло с сахаром до кремовой консистенции. Затем добавляем муку и хорошенько перемешиваем. Теперь соединяем сухофрукты с мучной сладкой массой. Получается ароматная, зернистая и вкуснейшая начинка. Пробовать на вкус можно и нужно. Прошло 2 часа. Достаем тесто. Берем один кусочек и раскатываем в тонкий ровный пласт, примерно 2-3 мм толщиной. Обильно посыпаем начинкой. Не жалейте, ведь именно она создает весь вкус. Заворачиваем пласт в рулет аккуратно, не спеша.
Края прищипываем, чтобы начинка не рассыпалась. Теперь разрезаем рулет наискосок на равные кусочки. Можно использовать фигурный нож, если хотите красивый край. Выкладываем заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Размешиваем 2 желтка и 1 столовую ложку молока. Этой смесью аккуратно смазываем каждый кусочек. Она придаст гате румяную блестящую корочку. Отправляем в разогретую до 356 градусов по Фаренгейту или 180 градусов по Цельсию духовку и выпекаем около 20-25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Ереванская гата с сухофруктами. Снаружи хрустящая и румяная, внутри мягкая, ароматная и нежная. Сладкая, но не приторная, и обязательно вызывает улыбку с первой пробы. Мы старались передать частичку уюта и любви. Готовьтесь сердцем, а мы дальше будем радовать вас нашими рецептами. До следующих встреч на нашем канале.